Всем привет! Это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, реальные обзоры и тесты. В этом видео будем говорить об эволюции стиральных машин. Вот такое вот громкое заявление, да. Но не совсем с давних лет. Об истории стирки, кстати, есть интересная статья у нас на сайте toster.ru. Оставим ссылку под видео. Мы с ребятами из Candy решили рассказать о том, чем отличаются две идущие, скажем так, друг за другом вот по времени появления серии стиральных машин. Речь о Candy Smart, это уже хорошо известные на российском рынке модели, и о Candy Smart Pro, это как раз модели новые, появившиеся недавно. Выясним, в чем отличие, в чем развитие, чтобы легче было сделать в итоге выбор. Отмечу, что в обеих сериях есть разные модели, и те, что у нас в видео, взяты для примера. В целом, главное о технологиях на их примере я расскажу. Ссылки для тех, кто заинтересуется, внизу в подписи. Вот это две узких стиральных машины Candy Smart и Candy Smart Pro. Согласитесь, в смысле дизайна они, имеют сходство. Дизайн-идея, как мне кажется, одна. Плавные линии, они такие характерные для стиральных машин Candy, узнается итальянское происхождение бренда. И неудивительно, что просматривается схожесть, ведь Candy Smart Pro — это продолжение развития моделей серии Candy Smart. Глубина 40 сантиметров у одной и другой. Тут нет разницы, как и по загрузке, до 7 килограммов. Но вот дальше начинаются довольно заметные отличия. В моделях Candy Smart, которые не Pro, конечно, есть быстрая стирка, циклы длительностью 14, 30 и 44 минуты. Тут максимальная температура 30 и 40 градусов. 40 — это для цикла 44 минуты. Загрузка от килограмма до 3,5, если речь идет именно об этой модели, где общая 7 килограммов. Экономия времени, малый расход электричества, а вещи, такие не очень сильно загрязненные, в итоге быстро получаем совсем чистые. И еще из быстрых здесь ежедневный цикл 59 минут, но с небольшой загрузкой до 2,5 килограмма. Зато с широкими температурными настройками от совсем холодной воды до 60 градусов. То есть такая универсальная быстрая стирка всего за час, и уже это могут быть вещи более загрязненные, чем в случае с тремя первыми супербыстрыми циклами. И вот как раз заметное отличие моделей Candy Smart от Candy Smart Pro. Это прокачанная быстрая стирка в последних. Нормальные производители, они же мониторят, выясняют, что надо нам, обычным юзерам, от техники. И вот стирать не слишком грязные вещи быстро, а не 3 часа, это одна из топовых тем. Согласитесь, мы же с вами не занашиваем эти наши обычные вещи, раз-другой надели и в стирку. Причем вещи же разные мы носим, требующие разного обращения. Одним нужна максимально бережная стирка, другие повыносливее, что называется. Так вот, тут в стиралках Candy Smart Pro сделали 9 ускоренных циклов стирки. Звучит даже как-то угрожающе, да? Но давайте разберемся подробно, что и как. Начнем с того, что пришло из моделей Candy Smart. Тоже в Smart Pro есть специальные эко-циклы продолжительностью 14, 30 и 44 минуты. О них выше я говорил, а вот дальше начинаются отличия. 4 цикла есть продолжительностью 59 минут. На один с интригующим названием «Идеальный». Тут смысл в меньшей загрузке до 3,5 килограммов вещей. А меньше вещей, значит, они могут быть и погрязнее, все равно отстирается окей. И это, думаю, и имеет в виду производитель. По температуре тут тоже до 40 градусов. То есть вполне норм для ежедневной какой-то стирки. Деликатный цикл — это для вещей, которым нужен более бережный уход. Тут менее интенсивное механическое воздействие на вещи. Барабан определенным образом вращается, спокойнее стирка и больше моментов с таким замачиванием в моющем растворе. И загрузка до 2,5 килограмма. Такая классика для деликатной стирки, и вода тоже до 40 градусов по температуре. Еще один цикл
продолжительностью 59 минут для смешанных и цветных тканей. Здесь измененный немного алгоритм работы барабана и рекомендую средства для стирки именно цветных тканей. Не забывайте об этом, чтобы цвета дольше сохранялись. Полная загрузка, то есть здесь 7 килограммов можете стирать за час, и до 40 градусов тоже температура. Ну и гигиена плюс — это небольшая загрузка, вот в данном случае до 2 килограммов, и 60 градусов уже вода. Тут и детская одежда, и какие-то, может, полотенца кухонные, все, что может требовать стирки в более горячей воде. Еще очень крутая история: за 49 минут здесь вы можете постирать полную загрузку, все 7 килограммов на минуточку. 40 градусов максимум вода. Можно и меньше, если надо. То есть реально оптимальные условия для стирки, самых разных вещей. Ну и завершая с короткими циклами, в Candy Smart Pro за 39 минут можно постирать спортивную одежду, форму там после спортзала, еще что-то. Где-то, может, вспотели хорошо. За это время вещи выстираются, загрязнения и запахи уйдут. Загрузка небольшая, тоже до 2 килограммов, и температура до 30 градусов. То есть такое бережное воздействие, потому что спортивная форма же, она часто стирается, и чтобы не изнашивались ткани быстро. И вот мне очень интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, нравится вам такая вот история с быстрыми циклами, когда их много на разные случаи стирки. Удобно так, на ваш взгляд, или перемудрили целых 9 циклов? Если хотите мое мнение, я за, потому что меньше в итоге реально изнашиваются вещи, а результат, как правило, вполне норм, все отстирывается. Тем более, что для каких-то сложных случаев, естественно, остались классические циклы стирки с более длительной продолжительностью. Вот это все, то есть быстрая стирка без потери качества, это стало возможным, потому что прокачали еще, саму стирку в моделях Candy Smart Pro. Красивое маркетинговое название этой прокачки — Active Motion System. Смысл в том, что интенсивность вращения барабана меняется на определенных этапах стирки. Где-то он быстрее вращается, механическое воздействие несколько возрастает, плюс интенсифицируется воздействие на ткань моющего средства. Лучше вспенивание и проникновение в волокна, что, кстати, с пятнами всякими позволяет лучше справляться. Это работает и в момент полоскания, позволяет тоже повысить его качество. Лучше выполаскиваются вещи, удаляются остатки моющих средств из волокон благодаря высокой интенсивности вращения барабана. И вот это изменение алгоритма стирки и позволило сделать саму стирку быстрее, без потери качества. Тут еще заслуга обновленного мотора в этих стиральных машинах. В последнее время никого не удивишь наличием паровых циклов в стиральной машине. В некоторых моделях Candy Smart и Candy Smart Pro они тоже есть. Я здесь просто еще раз напомню, зачем вообще пар нужен. Смотрите, в начале стирки он размягчает загрязнения, что позволяет их быстрее и лучше отстирать. В конце стирки влажная ткань обрабатывается паром, чтобы было меньше заломов, вещи менее мятые, их легче гладить, если это нужно. Плюс своего рода дополнительная гигиена стирки, меньше аллергенов остается в тканях, волокна расправляются благодаря воздействию пара, вещи в итоге, тактильно приятнее. И вообще, фишка еще в том, что полноценный парообработка есть теперь и в машинах, доступных широкому кругу пользователей в относительно недорогих моделях. У Candy техника как раз такая. Повторюсь, пар в данном случае есть в определенных моделях обеих этих серий Candy Smart и Candy Smart Pro. А вот тут мы возвращаемся к отличиям этих серий стиральных машин. В моделях Candy Smart доступно удаленное управление через технологию NFC. То есть захотел из мобильного приложения запустить программу стирки, например, какую-то, которой нет по умолчанию в памяти машины, прикладывай к ней смартфон. Схема рабочая, но это все же не до конца такое удаленное управление, согласитесь. У Candy Smart Pro оно уже как раз полноценное, через Wi-Fi мобильное приложение. Находясь где угодно, можно и программу выбрать, и все настройки сделать, и опции дополнительные запустить. Стирку
стирку включить, а потом отслеживать ее ход. Можно рекомендации тоже получить. Машина подберет оптимальную программу, исходя из типа ткани, там, цветов, степени загрязнения. Плюс есть всякие рекомендации по стирке и по обслуживанию самой машины. В общем, важное отличие. Более удобное и реально удаленное управление у моделей Kandi серии Smart Pro через Wi-Fi и мобильное приложение со смартфона. Это вот самое важное, что хотелось рассказать об эволюции стиральных машин Kandi. Мы поговорили о том, чем схожи и, главное, какие отличия у моделей Kandi Smart и более продвинутых и новых Kandi Smart Pro. Еще скажу, что обе серии — это, кстати, модели с автовзвешиванием. Алгоритм стирки, продолжительность, расход воды, а в итоге электроэнергии корректируется в зависимости от загрузки. Плюс стирку оптимизирует возможность выбора степени загрязнения вещей. Это есть, опять же, в моделях обеих серий. И еще есть общий момент — это все российское производство. Некоторые почему-то не доверяют, но откуда-то из 90-х, что ли, эти страхи, или даже они более ранние. Контроль качества на наших заводах, а я был почти на всех в России, никак не отличается от тех же процессов в Европе, Турции, Корее или Китае. Так что в данном случае, с учетом нынешних реалий, российская сборка и довольно большой процент локализации производства в Кирове, использование отечественных комплектующих — это, скорее явный плюс. Все полезные ссылки на стиральные машины, на наши интересные видео по теме и на наши соцсети, Яндекс.Дзены, Телеграмы в подписи к видео. Мне кажется, у нас получилось. Даже и мне, честно говоря, понятнее стало, в чем разница между стиральными машинами Kandi. Сам себя не похвалишь, да. Впрочем, вы можете хвалить или ругать нас в комментариях, и нас, и бренды. Мнение свое пишите об этих стиральных машинах. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает. Лайки, подписки, за все спасибо. До новых обзоров и тестов.